Вот когда масса потерянных людей оказалась выкинутым из своего привычного мира, вот тут, извините, рукописная книга не поможет. То, что ты перепишешь даже в 2-3 экземплярах, не изменит картины. Нужен печатный станок. Шалом, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем наше путешествие в мир еврейской печатной, или вернее, первопечатной книги. Как ни странно, когда я готовился к этой лекции, я все время думал и вспоминал в русской литературе о сюжете очень далеком от того, о чем я хочу вам сегодня рассказать. А тем не менее, прямая ассоциация существует, и вы ее сейчас тоже почувствуете. Я вспоминал о знаменитом рассказе Гидали из конармии Исаака Бабеля. Помните, какая ситуация? Вот мир весь перевернулся, гражданская война, кончились старые устои, их больше не существует. И еврейский вот этот вот в очках, так сказать, участник событий бродит в поисках какого-то остатка понятного ему еврейского мира. Да, как он там пишет, что он хочет в канун субботы найти еврейский коржик, еврейский стакан чая и немножко отставного еврейского бога в стакане чая. И вот он встречает мечтателя Гидали, с которым он говорит о том, что Гидали мечтает об интернационале добрых людей. И вот такая удивительная картина, когда потерявшийся человек в новых обстоятельствах ищет опору в чем-то, что может ему предоставить старый мир. И вот с этим Гидали он как бы вот в этот момент находит общий язык и находит какую-то опору в этом. И как-то я про это все думал, когда думал о том, что происходило с изгнанниками еврейскими, изгнанниками из Испании и Португалии. Мы продолжаем все тот же сюжет, когда они оказались в новом мире. И вот представьте себе ситуацию, которую я хочу вам описать. Знаменитый талмудист, каббалист, глава еврейской общины Кастилии и рош ешива, то есть глава ешивы, Яков ибн Хавив. Он жил в Испании. Он смог уехать оттуда в 1992 году, перебрался в Португалию. В Португалии мы тоже знаем, что произошло в 1997 году, и жизнь его окончательно куда-то выкинула. И выкинула она его в результате каких-то скитаний в Салоники. И вот он идет по этому городу, и не он один. Их приехало огромное число. И вообще на него смотрят люди. Его, вы знаете, его называли очень красивым именем – Гедоль Хадор, то есть величайший в своем поколении. И он понимает, что он как-то должен соорганизовать этих людей. Он как-то должен помочь им и дать им за что вот ему хватиться. И он встречает известного ему еще по Лиссабону печатника Иегуду Гидалию. Вот почему-то, поскольку и тот Гидали, и этот Гидали, и тот, и этот оказался тем якорем, который их уравновесил, я сразу вот так по ассоциации эти две истории услышал. Послушайте, я вам прочту, как он про это пишет. Он идет, он понимает, что евреев может действительно объединить печатное слово. Вот когда масса потерянных людей оказалась выкинутым из своего привычного мира, вот тут, извините, рукописная книга не поможет. То, что ты перепишешь даже в 2-3 экземплярах, не изменит картины. Нужен печатный станок. Нужно что-то, что многим людям даст единовременную информацию. И вот он пишет свою книгу. Книга эта называется «Эйн Яаков», да? «Око Якова». Это из Второзакония такое словосочетание, где вот это «Око Якова» там увидела перед собой землю, обильную хлебом и вином, то есть какую-то новую надежду. И вот как он пишет, смотрите, вот, значит, я вам по-русски прочту, но он это в предисловии прекрасно пишет.
Значит, он идет по городу, блуждает. И послал мне Господь сегодня в том месте, где я поселился, мастера, выдающегося и достойного, Оман Хагун Верауй, старца знатного, Закен Унесу Фамим. Это из Исаии, там цитата. Преданного Иш Эмуним. И это никто иной, как мудрый Навон, Рабби Иегуда Гедалья, да хранит его оплот. Я знал его еще в давние годы в городе Лиссабоне, в доме великолепного мудреца, преуспевающего в делах своих, глубоко уважаемого Рабби Элиезера Толедано. Напомню вам, мы о нем говорили, когда рассказывали о книгопечатании в Португалии, то есть нам вполне он знаком. Итак, глубоко уважаемого Рабби Элиезера Толедано, да будет память о нем благословенна. В доме его, то есть в доме Толедано, он был как сын и брат, и был он поставлен начальником над всей той святой работой Млехет ха-Кодеш, что происходило у него дома, то есть у Толедано. А после приезда в этот город он вложил многие средства, дабы устроить здесь полностью и добротно крепкое это ремесло. И его сыновья и домочадцы, все люди достойнейшие, Тмимей Дерах, занимаются этим ремеслом. Иными словами, в городе существует еврейская типография, причем эта типография человека опытного, выходца из Португалии, Иегуда Гедалья. Интересно, что мы вообще не знаем ни одной книги, вышедшей у Элиезера Толедано, где его имя как-либо фигурировало. Но по этому свидетельству, судя, он, безусловно, был, видимо, главой или руководителем этой типографии, и мы сейчас с вами встретимся с тем, где существует намек на это имя. Значит, он начинает готовить к печати свою книгу, он в смысле Ибн Хабиб, книгу Эйн Яаков. К великому сожалению, он умирает прямо в процессе редактуры и подготовки книги в печати, и книга выходит уже после его смерти в 1516 году. Но это была не первая книга, которую они издали. Мы сегодня считаем, что вообще типография Дона Иегуды Гедалья была основана в 1512, может быть, в 1513 году. Во всяком случае, в 1513 году он издал Хамиша Хумшей Тора, то есть Пятикнижие, с переводом на арамейский язык и с комментарием Раши. Это вот, наверное, была действительно первая книга, изданная им. Вы знаете, вот еще с этой книгой, что очень интересно, с Эйн Яаков. Ведь вот он понял в этот момент, ведь что надо писать не о Галахе, а об Агаде. То есть, что такое Эйн Яаков? Это сочинение, в котором он собрал вместе различные агадические рассказы из Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. То есть интуитивно у него была мысль, что не правила религиозные сегодня могут поддержать вот эту душу измотанную, измученную, а именно какие-то рассказы. Грубо говоря, я вот верю в художественную литературу. Вот он в какой-то степени, видимо, верил в нее тоже. Вообще, если мы говорим о Галахе и Агаде в Талмуде и о восприятии Галахи и Агады, то очень к месту процитировать небольшой кусок из выдающегося стихотворения Генриха Гейна, которое называется «Иегуда бен Халеви», где он пишет о Талмудах. Вот послушайте. «Но как небо нам сияет светом двойственной природы, то горячим светом солнца, то холодным лунным светом, так же светит нам Талмуд. Оттого его и делят на Галаху и Агаду. Первую назвал я школой фехтования, а вторую назову, пожалуй, садом. Садом странно-фантастичным». Иегуда Гедалья умер в Салониках в 1526 году.
Сама типография его просуществовала, как мы поняли, с чадами, домочадцами и его окружением, где-то до 29 года, может быть, до самого начала 30-х годов. Сколько книг они издали, мне сложно сказать. Вообще мнения расходятся, потому что как-то есть книги, которые не датированные, которые фрагментами до нас дошли. Но я, например, посчитал, что в Салониках было издано 25 книг, в которых мы не сомневаемся, что они были изданы в этой типографии вот за 10-15 лет, пока они работали. Причем это все были книги серьезные, да? То есть это Библия, это Талмуд, это галахическая литература. Важно подчеркнуть, что все-таки ничего легкого, художественная литература, которую я жду, что она появится, они не печатали. Еще я бы сказал, что это было безумно важно, потому что после изгнания из Португалии, из Испании и вообще вот в этот период Салоники превратился в невероятно большой центр еврейской жизни. Еврейской жизни – это совершенно не факт, что и еврейской культуры. А по моему убеждению, он превратился в центр еврейской культуры именно потому, что там существовала эта типография. И сейчас скажу еще про одну. Вот я нашел очень интересные данные, что в 1520-1530 году в Салониках насчитывалось 4863 двора, из которых 2645 дворов принадлежало евреям. То есть, иными словами, еврейское население Салоник в тот период было 54%. Это вообще очень впечатляет. И именно вот это количество, плюс то, что они смогли соорганизоваться, плюс то, что они наладили типографское дело, привело к тому, что Салоники на долгие-долгие годы превратился в центр сефардских изгнанников, и испанских, и португальских. Но если вы помните из прошлого нашей встречи, я так вскользь сказал, что и семья Санчино, самых знаменитых, так сказать, итальянских еврейских типографов, она, прежде чем начала функционировать в Константинополе, они перебрались в Константинополь, застряв на некоторое время, или остановившись, не надо говорить, застряв, как раз в Салониках. Они примерно 4 года были в Салониках. Это был Моше Санчино, это был главный, самый, собственно говоря, издатель, это Гершом Санчино и его сын Элиезер. И вот Моше Санчино был первый, кто в 1526 году издал так называемый Ялкут Шимони. Это, кстати говоря, книга, которая тоже основана полностью на мидрашах, то есть на, можно даже сказать, на условно-народном комментировании библейского текста, основанном на талмудической традиции. И вот если вы посмотрите на этот лист, то вы как раз увидите, что в первой строчке указано имя его, да, Ани Моше Санчино, а на последней строчке как раз мы видим год, вот, Тав Рейш Пей Вав Лицера, да? То есть у нас как раз вот здесь есть такой титульный лист, условно говоря, в котором уже появляются все эти данные. Но сколько книг они напечатали в Салониках, мы не знаем точно. Вот я видел, что, наверное, 4 книги, все-таки все вместе. И Моше, и Гершом, и Элиезер. А дальше они перебрались в Константинополь, а типография Иегуды Гидалии продолжала работать. Вот что для нас очень еще интересно. Ведь типография Иегуды Гидалии работала по лекалам, которые они смогли перевести из Португалии. То есть мы точно знаем, что, например, книги из Португалии, именно из Португалии, не из Испании, вывозить запрещалось. А, видимо, типографское оборудование вывести было можно. И вот шрифты и, так сказать, вот все приемы типографские, которыми они пользовались в Салониках, они, безусловно, были, росли из Лиссабона, из Португалии, если можно так сказать. Чтобы понимать
ту ситуацию, в которой оказались вот эти изгнанники. Я хочу вам прочесть еще один очень интересный фрагмент, который связан с судьбой выдающегося вообще-то и талмудиста, и проповедника, и каббалиста Авраама, сына Якова Сабы. Авраам бен Яаков Саба, который вообще-то был сам из Испании, но он сумел перебраться в Португалию. В Португалии у него насильно крестили детей. Там вообще трагедии с ним происходили нескончаемые, но он смог все-таки, он сам смог выехать оттуда. И вот прежде чем он спас, то есть когда он уже спасся, вот послушайте, как он это описал. Он издал такую книгу, потом она называется «Эшколь Хакофер», «Кисть Кипрея», в которой есть описание вот этих трагических событий. «И тогда разгневался Бог на народ его, и были изгнаны все евреи, что находились в Португалии, указом Гзера, короля Мануэля, да будет стерто имя его и память о нем. И этого было недостаточно ему, так еще повелел он изъять все книги, все еврейские книги, что в его королевстве. И это после того, как приказал он отобрать у нас сыновей и дочерей, и дома собрания наших, то есть синагоги. И я оставил все свои книги в городе Порту по повелению короля, но, подвергаясь опасности, я привез с собой в Лиссабон, надо понимать, что корабли с беженцами выходили из Лиссабона, свои рукописи. Дальше он их перечисляет, нам это не важно. Но когда я добрался до Лиссабона, то пришли ко мне евреи и сказали, что объявили повсюду, что любой еврей, у которого будет найдена с собой книга или филактерии, будет убит. И сразу, прежде чем пойти в пристанище мое, которое было за границей города, я взял эти книги и пошел вместе с еще 2 евреями, и они вырыли яму под одним оливковым деревом и схоронили их там. И несмотря на то, что олива эта была цветущей и плодоносной, но из-за закона, из-за Торы, что была погреблена под ней, я прозвал ее «Древо плача». Пропущу немножко текста. «А после того, как удостоил меня Господь за доблесть предков моих выйти оттуда и добраться до королевства Феса, я смог восстановить былое величие закона, и, вспомнив кое-что из того, что было написано, я смог сочинить снова комментарий к Торе, комментарий к трактату Авот, и вот, в частности, это был комментарий к книге Руфь, из которого я читаю вам этот фрагмент. Ну вот, значит, Авраам Сава добрался до Феса. Давайте и мы с вами туда доберемся, потому что это было второе очень важное направление, куда отправились изгнанники из Португалии. И вот в Фесе тоже возникла еврейская типография. Еврейская типография такого Шмуэля Недивота. Шмуэль Недивот, видимо, тоже работал в типографии Элиэзера Толедана. Иначе я не знаю, как объяснить то, что произошло. Он издал несколько книг. Нет сомнений, что не одну, не две, а побольше. Но есть одна книга, которая сохранилась полностью и дошла до нас в нескольких экземплярах. Я, например, работал вот с экземпляром еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Это уже известный нам с вами комментарий благословений и молитв Перуш Хабрахот Вехатефилот Раби Давида бен Йосефа Абудархама. Его все так и зовут всегда Сефер Абудархам. Если вы помните, мы говорили о том, что рамки, в частности, появляющиеся в этих изданиях, в этом издании Лиссабонской типографии, мы потом встретили в Константинополе. Значит, рамки до нашего Шмуэля Недивота не доехали. А, видимо, текст, весь набор, доехал, потому что он издал вот эту книгу Абудархама ровно так же, как она была издана в Португалии, в Лиссабоне в 1489 году. А он ее издал в 1516. Это не просто те же самые шрифты, это ровно такое же расположение материала.
Каждая строчка начинается с той же самой буквы. Одинаковое количество строчек в этих изданиях. Конец, начало. Все абсолютно. Издание одно копирует другое. Единственное, где, соответственно, у нас есть различия, то это различие в тексте колофонов. Это, кстати, очень интересно, потому что, видимо, авторское право не очень существовало. Значит, вот если мы возьмем Сефер Абу-Дархам 1489 года, там очень красивый колофон. Он поэтический, он красиво написан, красиво напечатан. Вот сейчас давайте на него посмотрим, пока мы не разбираем его текст, а только посмотрите на самую последнюю строчку. Вот на самой последней строчке в первом слове «игдаль» возвысится, да, увеличится, над первыми двумя буквами стоят точки. Это просто так не бывает. Значит, это графическое обозначение чего бы то ни было. Скорее всего, это и мое предположение, и не только мое, это обозначение имени как раз Ехуда Гедалья. Тут еще вот что интересно. Это колофон, который прославляет самого издателя, да, Элиэзера Толедана. Но написан он в третьем лице. Какой-то благочестивый муж, какой-то замечательный человек. Это явно он не сам о себе писал. А вот, скорее всего, этот колофон как раз и написал Ехуда Гедалья, и из скромности имя свое нигде не обозначил, но все-таки маркировал это имя, да, как Рашей Тейвот, то есть первыми буквами в самой последней строке. Теперь, если мы посмотрим на вот этот колофон и сравним его с колофоном, который был напечатан в 1516 году. Вся литературная часть, вся поэтическая часть абсолютно одинаковая. Но информация-то разная, да, тут библиографическая информация. Вот в 1489 году они пишут, мне надо указать дату, да, «Вегаходыш ле Исраэль ле Това, шмо тевет, ашер арох белелот». И это месяц так, во благо Израиля, и имя этого месяца Тевет, который славен длинными ночами. В 1516 году это другой месяц. «Вегаходыш ле Исраэль ле Това, шмо Кислев, шенаасубо плеот». Да? То есть это месяц Кислев, в который происходили чудодейственные дела. Ну, мы знаем, что ханукальное чудо произошло как раз тогда. Дальше год. 1489 год. Это Шнат Рейш Нун Хей Бешув Хахей Алафим. Это, кстати, очень важно, что это год и слово Рина, то есть ликование 255, где 5 мы относим к тысячам. Что надо написать в 1516 году? Шнат Эзра, то есть помощь, Айн Зайн Рейш Хей, Бешув Хахей Алафим. То есть тот же самый прием, пытается сохранить тот же самый размер, но, естественно, другой год. Беашбона Бетоха Ешкегила. В городе Лиссабоне, внутри которого есть еврейская община, это, как вы понимаете, 1489 год. Бемата Фес Бетоха Ешкегила. Да, в городе Фесе, в котором есть община. Бевейт Хасид Ере Элохим Вехахам Элиэзер Шмо Рав Хапеулот. Да, это у нас про кого может быть? В доме Хасида, да, богобоязненного мудреца Элиэзера, многодеятельного труженика, да, можно сказать. А, соответственно, 1516 год. Аль-Едей Нихмат Вегам Ере Элохим Шмо Шмуэль Бехинуй Надивот. То есть посредством тоже выдающегося богобоязненного человека, имя которого Шмуэль по прозвищу Недивот. Вот это различие. Различие в том, как подали информацию. А во всем остальном книги абсолютно совпадают, что, безусловно, говорит о полной преемственности. Шрифты смогли перевести. Видимо, прямо вот смогли перевести, или также составили эту книгу. Но это действительно уникальный случай, когда я их проверял. У меня была возможность работать с двумя изданиями, просто вот на удивление, как они одно другого
повторяет. Также мы знаем, что он издавал Турим. Да, Якова бен Ашера, это самое знаменитое галахическое произведение, почти полностью сохранился Тур Йореде А, по-моему, в одном относительно полном экземпляре, который хранится в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, вот я его там видел, но есть еще и фрагменты. Логично предположить, что и другие туры тоже выходили там. В общем, что можно сказать? Что мы думаем сегодня, что примерно 10 лет просуществовала эта типография, издали они, по крайней мере, 9 сегодня книг, которые так или иначе можно с ними ассоциировать. А потом, представляете себе, мы не знаем, куда этот Шмуэль вот со всей своей типографской, так сказать, техникой делся, но примерно лет на 350, на 380 типографское дело там вот перестало существовать. Следующая книга, которая была издана не в Фессе, но все-таки в городе Тунисе, так сказать, в этом регионе, была издана в 1765 году. Это сочинение Зера Ицхака Лумброза. И вот, кстати, можете посмотреть на титульный лист этой книги, вы сразу видите, какая в сравнении с веком XVI, какая эта печать вообще-то такая слабая, что ли. Вот видно, насколько хуже они это ремесло в тот момент освоили. Можно также отметить, что первая арабская типография была основана в Марокко в 1865 году. То есть у нас такой огромный гэп, огромная разница между началом типографской деятельности, которая все-таки еще была, и мы прямо вот это ощущаем, это было продолжением, закатом и продолжением все-таки расцвета книгопечатания в Испании и Португалии. Потом был длительный период молчания, и потом уже только в XIX веке совсем по-другому это книгопечатание возродилось. Это, кстати, совершенно не значит, что не писали книги или что в какой-то степени умерла книжная культура. Совсем нет. Книг писали много, и раввины очень много, так сказать, писали и комментариев, и мидраши, и вообще эти школы, и Фесовская школа, и Тунисская, и разные другие, они вполне себе существовали. Но эти книги или издавали в других местах, в частности, например, в Константинополе, или вот так они оставались в рукописях. Я, например, когда работал в Еврейской теологической семинарии, то мне очень часто с горящими глазами приносили рукописи. Смотри, говорит, это рукописи, значит, они древние. А рукописи эти были, собственно говоря, 18 века, даже 19, потому что рукописная традиция в этих местах была очень развитая, а книгопечатная в тот момент нет. Но, тем не менее, все-таки мы с вами рассмотрели, как книга просуществовала в первой половине XVI века, благодаря выходцам из Испании и Португалии, какие на самом деле шедевры они смогли издать. А дальше мы продолжим наше путешествие и посмотрим, где все-таки в других центрах по миру это уже без такой прямой связи или почти без прямой связи с изгнанниками из Португалии и Испании книгопечатание расцветало. Большое вам спасибо.